Циркулярная пила. В этом видео мы распилим все виды ящиков и узнаем, что же в них лежит. А еще, как лучше всего доставлять ящики на свою базу и где самые вкусные чемоданы. Ну и можно ли распилить бумбокс или нет. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Last Day. С недавних пор наша кислотная ванна была поменена на циркулярную пилу. Все то же самое, но ящики распиливаются гораздо дороже. Некоторые даже дешевле. Раньше были нужны фильтры и кислота везде. Теперь ерунда. Кроме вот этих трех ящиков. Зараженный, ящик руды и затонувший. Затонувший ящик. Вот такой красавчик. Достается в порту. Прокачиваем репутацию, получаем ключик. Готово. Приносим, заполняем. Это не дешевый рецепт. Что есть, то есть. Открываем. Можно ускорить за рекламу, можно за золото. Давай посмотрим весь путь. Локация порт. Тебе надо получить вот такой ключ для крана. Ящик можно транспортировать либо на чопере, либо на вездеходе. Делаем доставочки. Прокачиваем репутацию вот этого мужчину. После 20-го левела преследователь. Бесконечные ключи. И чем выше левел доставки, тем круче награда. Ну, как минимум до 20-ки надо докачаться. Будут тебе и винты, и все подряд здесь. Какие доставки? Вот эти вот. Повышают репутацию тебе соответственно. Повысил, забрал ключ. Бежим вот сюда, где у нас катер стоит. Ну, или будет у тебя стоять. Вот здесь, значит, водолаз грустный. Готово, заряжаем. Чик-чик-чик. Достаем с морского днища. И там далеко не говнище. Погнали домой. Приехал домой, распиливаем. А если не можешь, ну тогда вот так его бросаем. Блин, не рекомендую, может и исчезнуть. Желательно, чтобы у тебя было вот такое фантастическое хранилище, елпалы. Грузовой стеллаж. Получить можно, играя в игру. И да, во вкладке Genesis его еще можно и прокачивать. Очень удобная штука. В нее можно складывать очень много чемоданов. Очень много. Давай посмотрим, что мне дадут. Оу! Ну, блин, я тебе говорю, это прям жирный ящик. Прям реально хорош. Все будем перетаскивать и складывать вот в этот ящичек, да? Переходим к следующему чемодану. Называется он ящик руды. В нем свинцовая руда. Добывается исключительно на болотах. В данный момент пока что. Открывается, да, недешево, титановый сплав. Я думаю, мы не поедем на болото. Туда нужен уже вездеходик. И не только. Еще нужны аккумуляторы. И вот такие. Чтобы запустить буровую установку. Сбегается орда зомби, да, и добывается вот такой свинец. В общем, подробный гайдик по добыче этого свинца у меня есть на канале. А нафига нам всрался этот свинец? Чтобы делать свинцовые листы. Все просто как апельсин. Свинец заряжаем в пресс. Вот такая вот нехитрая установочка. И получаем свинцовые листы. А они сильно нужны? Вообще не нужны. Переходим к следующему чемодану. Блин, и вот тут проблема. Я могу его сейчас не получить. Зараженный ящик. Бункер альфа. Проходишь хард режим, получаешь дискету с координатами. И если тебе не повезет, он не лучше, чем обычный ящик. Тебе дадут этот зараженный, который еще придется и распиливать. С бункером альфа, думаю, ты знаком, да? Нет? Ну, ты явно не подписчик канала. Подписывайся и смотри плейлист новичков, плейлист гайды Last Day. Там есть все подробно про эту дискету с координатами. И конкретно про зараженный ящик тоже есть ролик. Бесконечные зомби, которые прут на тебя и прут. Этот зараженный ящик дома кидать нельзя. Его кинешь, и на тебя будут бесконечные волны зомби идти. Сквозь стены прям. И чё? Ну, не прикольно. Плюс этот ящик через время реально исчезает.
Ну а пароли на весь месяц вперед ты в курсе. В нашей телеге или Макс Печка ТВ. И много другой полезной информации. Соответственно, вот она. А вот репутация. 15 левел, дальше бесконечные будут тебе дискеты. И да, можно еще репутацию за вот эти талоны, да, прокачивать. Зарядили, погнали. Повторюсь, если нам сейчас не повезет, тогда дадут зараженный ящик. Есть одно прикольное видео, где я вскрывал штук 15 этих ящиков прям за один ролик. Прощайте, говноеды. Вот обычные, незараженные, да? И это хорошо. Пойдет в общую казну нашего лута. Главное, чтобы места хватило. И оп. Блинчики. Ну, да. Блин, ты смотри, какая грязь, а. Да уж, вот этот чемодан. Гарантированные сишки, да. Мода, ну давай ее возьмем просто для статистики. Все нам не влезет, конечно. Броня, ну, насрать вообще. Погнали, нас ждет еще очень много чемоданов. А это скидываем сюда. И свинцовые руды тоже докинем, да? В общем, самое главное с этим ящиком, что надо запомнить, это то, что его нельзя оставлять ни в коем случае на земле. Он реально исчезает через время. Ну и все. 3 уникальных ящика мы разобрали. А это что за ящики? А вот это уже новый Last Day. Нам было добавлено 3 новые локации. Но давай о них чуть-чуть попозже. У нас есть прикольные штуки-дрюки. Старый двигатель, ржавый двигатель. Все можно погрузить в стеллаж, в этот грузовой. Генератор и бумбокс. Ничего. Смотрим, пилится ли это безобразие. И... Оп! Не пилится. А что делать с этими движками? Их можно в станке переработки использовать. Генераторы, думаю, ты в курсе, нафиг они нужны. Engine Trick. Ну и, опять же, прокачка чоппера. Никак. Беда? Да не беда, конечно. А бумбокс? Был такой уникальный ивент давным-давно. И мы могли получить вот такой фантастический бумбокс. Унс. Ха-ха-ха, блин. Эх, нельзя. Ладно, давай оставим. Пускай музло у нас тут играет. Так веселей. Все, реально, да, прям вот так будет играть своя музыка. Не фоновая с локацией. Ну а теперь переходим к самому главному, пожалуй. Вместе с этой пилорамой были добавлены вот такие ящики. Их раньше не существовало. И 3 новые локации, которые можно исследовать на чоппере и на вездеходе. Забегая вперед, для исследования этих локаций, нормального исследования, тебе потребуются монтировки, топоры, транзисторы и на самой первой локации есть даже что покопать. Это раз. 2. Желательно в гараже дойти вот до этих штук. Навигатор. То есть тебе надо промодифицировать гараж. Все та же вкладка фонд Genesis. И здесь найдешь апгрейд гаража. Вот у меня все выкуплено. Всего лишь 2-й левел надо сделать. Ну и все. Берем это все безобразие. Берем навигатор. Садимся на чоппер и помчали. Это если, к сожалению, у тебя нет вездехода. Чоппер, конечно, хорош, но возит только максимум 1 ящик. Если есть вездеход, это совсем другая уже игра. Бери его. Потому что в него грузится по 4 этих ящика. Это очень круто. Да, также рекомендуются, допустим, ремонтные комплекты, да, для чоппера, для вездехода. Бензин, естественно, нужен будет. Все по полной. Какие виды ящиков бывают? 6 видов ящиков на первой локации. 6 видов на зимней локации. И всего 4 на дубовой. А как это можно понять? Пойдем на глобал. Вот она, самая первая локация. Кемпинг-парк. Нажимаешь на этот ящик и посмотри, что написано. Можешь встретить один из предметов. Сосновые бревна, камень, железо, шкуры. И еще чуть ниже провизия и экипировка. Итого 6.
Вот локация номер 2. Посерьезнее уже. И на ней минимальное количество ящиков. Дубовые бревна, мех, провизия и экипировка. Ну и самая-самая топ хардзона. Здесь 6 ящиков. Шерсть, медь, алюминий, термит. И, соответственно, провизия и экипировка. Вот эти ящики открываются уже легко по ресурсам. Ну и сразу, не в бровь, а в глаз. Ящик с провизией, ящик с экипировкой. Это, соответственно, самые топшные. Мясо нарисованное и пистолет. Тут, соответственно, будет оружие. Там, где мясо, будет провизия. И, самое важное, много, очень много рыбы. Какие дают стволы? Да какая разница, какие бы ни давали, все круто. Давай сразу с провизией откроем. Осетр тоже достается из такого ящика. Ну а новая механика кошек, ты уже видел мой гайд? Нет? Тогда обязательно посмотри. Это огонь. Да, и этот ящик даст тебе тонну этой рыбы для твоих котейков. Блин, мне кажется, у нас все не влезет в один стеллажик. Ну мы постараемся, да? Соответственно, первая локация, она чисто для новичков. И она, я тебе скажу, очень крутая для новичков. И гранаты, и стволы, плюс вот эти ящики. Блин, это реально огонь. Оу, ё-моё. Ха-ха-ха, блин. Грязь. То есть ты пришел на локу, фармишь гранаты, попутно берешь один вот этот ящик с основными бревнами. Ну ты понял, да? И в результате еще и дерево притащишь домой. То же самое со шкурами, то же самое с камнем и с железом. Блин, мне кажется, это очень круто. Ну а когда чуть подраскачаешься, да, и у тебя уже будет фантастический вездеход, тогда вообще будет огонь. Чё? Ты все, что ли? Блин, вы чё, издеваетесь, пацаны? Ты это видел? Я тоже видел. 12 шкурок? Ну это какой-то вообще, я не знаю. Делись в комментариях, открывал ты этот ящик? Если нет, обязательно открой и сравним. Такое впечатление, что мне типа не повезло, я не знаю. Но если так было задумано, это отвратительно. Это пока худший ящик, который бывает вообще. 12 шкур мы прекрасно и так с тобой нафармим, да? На старую ферму сгоняй, будет тебе вся 20-ка. Камни, я не знаю, что сказать про камни. Нафиг они встрались, да? Повторюсь, провизия и экипировка. Это прям пушка. Ну и продолжаем. Следующие 4 ящика, дубовые, все то же самое. Экипировка и провизия, это прям имба вообще. Все остальные на твое усмотрение в моменте. Надо тебе какой-то ресурс? Тащи домой, а чё нет-то? Оп. Опять же, как вопрет, да? Могли дать и 5 огнестрелов. Так. Ну тут всегда хорошо. Почему? Потому что рыба. Но при этом, да, мех и дубы, вот это уже поинтересней. Плюс тут будет сейчас не только мех, который еще перегонять надо, но и готовый, в общем. Ну давай. Блин, что-то жиденько, да? Ну да, не солидно. Вот дали бы как дерево, вот это было бы хорошо. Прям в таком количестве мех. Опять же, есть, конечно, определенный какой-то рандом, да? Сегодня столько, завтра побольше. О, смотри, что. Еще и уголь насыпали. О, вот это прям приятно удивили. А самое приятное, что мы почти переходим к топ-ящикам. Топшные ящики и зимние локации. Соответственно, все та же. Ящик с провизией и провиант. Вот это вообще самый крутой ящик в игре на данный момент. Потому что это осетр. Блин, его очень непросто доставать. Но через этот ящик ничего легче не бывает вообще. Реально, это круто. Шерсть. Ну, вот это уже да. Все, что из зимнего региона. Ну, разве что термитная смесь. Не считаю, то, что прям что-то такое. Но так, по факту, все, что из зимнего региона, это круто.
Потому что еще попробую эту шерсть на фарме, да? Да что там, пошел и нафармил. Ну да, но все-таки еще надо помучиться. Дубы, мое богатство. Блин, это все, конечно, не лишнее. Ни дубы, ни мясо, ни рыба. Все абсолютно до последнего нам с тобой надо. Как и уголь и вся остальная ерунда. Поэтому, приходя на эти локации, да, вот эти ресы лишними не будут. Запас меди. Блин, медь это сталь, сталь это медь. И надо ее просто вот очень много. И этот ящик дает очень много. И это куда проще, чем бегать ее подобывать. Ну, 100, да? Прям неплохо. Прям сразу ее и заряжаем. А если еще печушки прогрейдить, так сразу 40. Термит. Из зимнего региона я считаю это самый бесполезный ящик. Почему? Вкладка фонд генезис. Север. И вот он термит. Да, надо потратить геном. Если ты будешь играть, у тебя будет геном. Поэтому вот это самая ерунда. А открыть не... Да ты что, издеваешься? Блинчики. 19 штук. Блин, ребят, вы... Ну это вообще... Я тебе говорю, ерунда. Ё-моё. Еще не открыли 2 чемоданчика, да? И чё? Ну поехали прокатимся и откроем. Повторюсь, если нет вездехода, катайся на чопере. Но когда будет вездеход, это будет просто имба. Поэтому да, вездеход нужен не только, чтобы открыть болото. Из топ-лайфхаков для исследования этих огромных зон. Первое, это если ты сядешь на корточки и залезешь в транспорт, ты будешь ехать по стелсу. Ну и второе, логаут из любой точки, и не надо возвращаться. Вот это вспомогательная штука-дрюка. Лишнее не будет и показывает тебе абсолютно все ящики, где что лежит. Соответственно, если ты на чопере, ты не можешь взять больше одного ящика. Фишка вездехода — это 3-й топ-лайфхак. Я могу сейчас и ящик с оружием взять, и с мясом, и еще какие-нибудь 2. Ту же медь, чтобы сделать сталь потом, да? Тот же алюминий, не алюминий, шерсть. Что тебе по факту надо сейчас? Почему он заагрился? Ты ж по стелсу. Потому что лицом... Попробуй на корточках, подползи к лицу зомби. Насрать ему будет, стелс, не стелс. А вон одного проехали, да, он не заагрился. Едем за пистолетом. Ой, как классно. Обожаю, когда пистолет вот здесь. Ну прям изи-пизи. Раз топор, 2 топор, 3 топор, 4. Забрали. Вышли в логаут. Готово, ёлпало. Без единого выстрела. Без... Ну ты вообще, да, я тебе прямо сейчас действенный лайфхак показал. А на чопере так можно? Ну, конечно. 1 ящик можно и на чопере. Все. Логаут, и мы дома. Блин, бумбокс тут надо убрать все-таки отсюда, да? Магия монтажа. Ёлпалы. Мужчина, давай, ты у меня последний. И вот. А он покруче, чем самый первый на первой локации. Ну да, но при этом рандом. Как повезет. Ну, неплохо, да? В этом еще замешаны, да, ракетницы и не ракетницы. Ну, а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. И ты уже поддержал его лайком. Посмотри хранилище. Чем меньше ящиков, тем меньше лампочек горит. Класс, да? Прикольно. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все так и выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу, регулярные анонсы всех роликов, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, сливы обновлений. Скучно точно не будет и никогда ничего не пропустишь. Если не идет телега, тогда Макс, Печка ТВ. Увидимся на стриме. Пока-пока. Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серее.